Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Думаю, нам стоит поразмышлять на тему. Существует что-либо эстетичнее, чем длинные пальцы Тэхёна на шее Чингука? Я так сильно залипла на то видео. Девятое место. Столько любви в его глазах. Восьмое место. На этом видео максимально ясно видно, как Чингук поет эти строчки именно Тэхёну. То, как он подошел и сделал это лицо над ним. Строчка из песни. «Детка, не заставляй меня ждать. Мы бы могли сделать столько любви». Седьмое место. Он так влюблен. Тэхён настолько потонул в Чингуке, который вошел в гостиную, что вместо того, чтобы поприветствовать Моа, он поприветствовал Арми. Такой трогательно волнующий момент. Тэхён такой влюбленыш, он просто растворился в своей любви. Бедный Багом. Шестое место. Обожаю их в тот день. Они такие юные, влюбленные, постоянно касающиеся друг друга. Тэхён забывает, что такое личное пространство, когда оказывается рядом с Чингуком. Пятое место. Папочка для своей детки. Я люблю эту динамику. Просто позвольте мне навсегда остаться на этом видео. Немного отвлечемся. Чингук активничает в ТикТоке. Поставил лайк на видео и подписался на автора. Активность Чингука в ТикТок – это сейчас единственный признак его существования. А еще каждое его появление – это праздник для нас. Так скучаем по нему. Стало известно, что один из моделей, который фотографировался с Тэхёном на автопати Селин, скончался. В такие моменты хочется пожелать всем здоровья. Тэхён достиг показателя 65 миллионов подписчиков в Инстаграм. На данный момент Тэхён самый популярный мужчина-айдол, самый популярный среди корейских актеров-мужчин, имеет самый быстрый аккаунт, набравший такое количество подписчиков.
Король Ким Тэ-хён. История из 2022 года. Отец моего друга сидел рядом с Чунгуком в самолете, и у него получилось взять у него автограф. Впечатление мужчины о Чунгуке. Он очень хорошо ест. Похоже, он съел 3 порции лапши рамёна. Чунгук и еда – вечная сага. Я тут же вспомнила, как Тэ-хён наворачивал ночью несколько порций рамёна в кухне Джинни. Ну что сказать, бойфренды и точка. Год назад в аэропорту Инчхон началась история, которая также стала всеобщим кошмаром, потому что каждый и не мог представить, что Чон Чунгук создаст мировой хит и захватит все чарты и хит-парады. Наш скромный, первый и единственный. Френдс Тэ-хёна продался в США тиражом более 100 тысяч экземпляров всего за 3 недели. Этого удалось достичь только с цифровым источником звука, без какого-либо промоушена, без радиовещания в США, без физического альбома, без продвижения плейлиста на крупных стриминговых платформах. Каждое его достижение вызывает трепет и гордость. Фанат из Кореи рассказывает о популярности Чунгука в Корее. Да, я могу подтвердить, что популярность Чунгука в Корее резко возросла во время его сольной карьеры. Каждая айдол-группа или другие знаменитости поют или танцуют под Seven. Его песни остаются в чартах, звучат в магазинах, и он всегда в новостях. Он не просто Чунгук из BTS, корейцы знают его как Чунгука. В подтверждение своей точки зрения об огромной популярности Чунгука в Корее хочу сказать, что его песни звучали на ежегодном фестивале цветения сакуры на озере Сокчхон. Это действительно огромное событие. Интервью скульптора Ким Бон Су, у которого Тэ-хён приобрел одну из его работ – «Пиноккио». Вопрос: как началась ваша дружба с Тэ-хёном из BTS? Я слышал, что в 2019 году молодой человек пришел и купил одну из моих работ на ярмарке искусств. Но я не знал, что этот человек был Тэ-хён из BTS. Потом, когда я выставлялся в Сеуле, он тайно пришел на мою персональную выставку еще раз, увидел мои работы и сказал куратору, что его это заинтересовало. В том году у меня была еще одна персональная выставка, но из-за коронавируса в то время было так плохо, что посетителей не было. Менеджер Тэ-хёна позвонил и сказал: «Сегодня церемония открытия, Тэ-хён может пойти?» Я сказал: «Да, потому что там никого нет». Итак, директор галереи, я и Тэ-хён вместе открыли выставку. И так как я нахожусь в Тэгу, Тэ-хён рассказал о том, как жил Бисандун, когда был молод, и о воспоминаниях о Тэгу, и с тех пор мы стали ближе. Вопрос: какие работы купил Тэ-хён? Ответ: это фигура Пиноккио с руками за спиной, и он так важничает. Думаю, это то, что ему больше всего понравилось из моих работ. Он посетил несколько подобных художественных ярмарок. Но его больше интересовали трехмерные работы, чем картины, поэтому он обращал внимание на трехмерные работы. Среди них ему понравились мои работы, поэтому он снова пришел на мою персональную выставку. Давайте вспомним это. А помните, когда мы увидели на репетиции в Пусане Тэ-хёна в этой майке без рукавов и еще не знали, что нас ждет во 2 главе? Продажи Силин в Корее выросли в 6 раз за год.
По данным службы финансового надзора, от 5 числа объем продаж Селин в прошлом году составил 307 миллиардов вон, а операционная прибыль 17 миллиардов вон. Тэхён – единственный кей-поп айдол, получивший награду сразу в 5 различных областях. Он – универсальная звезда мирового уровня. ARMY поделилась видео и фото с организованного проекта в честь достижений Тэхёна. Социальный проект в пользу детей института Паула де Тарсо. Помимо тематического вечера, она собрала для детей в приюте продукты, одежду, обувь и средства гигиены. Проект одной фанатки, которая всегда делает самостоятельно благотворительные проекты для детей и пожилых людей во имя Тэхёна. Четвертое место. У них такая явная слабость к бедрам друг друга. Парни часто кладут руки тебе на бедро, чтобы показать, что ты им нравишься, или проверить твою реакцию, прежде чем сделать шаг. Положить руку на бедро – классический прием из руководства по флирту, особенно когда вы двое уже хорошо проводите время. Часто это способ сказать: «Мне действительно нравится находиться рядом с тобой, и теперь я хочу дать понять, что ты мне нравишься». Физический контакт обычно является первым шагом к преодолению барьера прикосновений. Скорее всего, он надеется, что вы чувствуете то же самое и, возможно, ответите взаимностью на его прикосновение. Тэхён держался как мог. Ну, может, в следующий раз получится. Третье место. Сегодня прошло ровно 2 года, как мы получили легендарный танец Чонгука и Тэхёна. Обожаю это видео. Они такие красивые и увлеченные. Ровно 2 года прошло с этого экспромта Чонгука. Момент, ставший Римской империей каждого вигукера. Момент, который мы можем лицезреть благодаря золотым ручкам фанатам, запечатлившим его, ибо он так и не удостоился даже нескольких секунд в официальном контенте. Но оно и не мудрено, ведь для съемок не было задействовано дюжина операторов. Он лишен вспышек фотокамер и блеска софитов. Сетуем ли мы, что данный момент не включили в официальные съемки? Отнюдь. Фанатские видео с разных ракурсов гораздо ценнее и значимее. Чонгуку нравится сидеть на коленках Тэхёна, а Тэхёну нравится, что это нравится Чонгуку. Гармония. Второе место. Это самое любимое видео. Чонгук и Тэхён обычно засыпают вместе.
И мне нравится, насколько естественно и правильно это выглядит. Рука Чингука лежит на талии Тэхёна, а рука Тэхёна на талии Чингука. В этом видео говорится о поцелуях, но я просто восхищаюсь тем, насколько близки Чингук и Тэхён. Со временем их желание быть рядом только возросло. Они ведут себя как парочка. Когда они рядом, их счастье настолько осязаемо, что можно буквально потрогать руками. Потому что они друг для друга и есть счастье. Любовь – это душа жизни. Без любви жизнь теряет свой смысл. Первое место. Почувствуй разницу. Я просто хочу показать вам небольшие отрывки. Да, той самой работы. Видео называются «Почувствуйте разницу». Чимин говорит, что Юнги ушел, остальные парни тоже, они такие бессердечные. А теперь вспомним этот отрывок. Чингук беспокоится о Тэхёне и спрашивает: «Тэхён, где ты? Где ты был?» Тэхён не дает ответ. «О чем ты?» Чингук не сдается и спрашивает снова: «Где ты был?» Тэхён дает ответ: «Практика». Чингук уточняет: «Это была практика?» Тэхён сдается и отвечает: «Я занимался танцами и скрипкой, а потом поработал». Вы почувствовали это? Мне не очень интересно, как это видео с Чимином будут интерпретировать соседи. Могу только предположить следующее. У Чингука были срочные дела, и он случайно забыл про свою якобы настоящую любовь всей жизни и уехал с Тэхёном. У Чингука была срочная работа, и он опять-таки уехал ее работать с Тэхёном. У Чингука убежало молоко, и он поехал с Тэхёном выключать плиту. У Чингука проснулся жуткий голод, и он уехал с Тэхёном его утолять. У Чингука резко заболела голова, и он уехал с Тэхёном ее лечить. Короче, можно много вариантов предположить, но факт остается в том, что он приехал и уехал с Тэхёном. В общем, куда ни глянь, при любом раскладе Чингуку нужен Тэхён. Мне лично все равно, куда и зачем они уехали. Главное, вместе, хоть на край света. Сами знают зачем. Но все же я за вариант с работой. Видимо, Чингуку очень сильно захотелось окунуться с головой в работу. А с кем же еще окунаться, как не с Тэхёном? И без одежды. Просто так лучше думается. Гармония с собой и мысли ясные. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!